Меня зовут Анастасия, я из Беларуси. Ответственность, пунктуальность, позитив. Как и днем, так и ночью. В принципе, вот, пожалуйста, основной стандарт. Готовы к встрече наших любимых клиентов на борту. Ребята, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сейчас вы смотрите очередной спецвыпуск интервью с бортпроводником. И рядом со мной сидит Анастасия, бортпроводник авиакомпании «Победа». Всем привет! Сейчас мы познакомимся с авиакомпанией «Победа», и Анастасия расскажет об этой авиакомпании и о своей работе. Пламенный привет, друзья! Меня зовут Анастасия, я являюсь бортпроводником авиакомпании «Победа» и работаю уже на протяжении 4 лет. Я готова ответить на все вопросы. Анастасия, как появилось желание стать бортпроводником? Это было желание абсолютно спонтанное. Я хотела кардинально поменять свою профессию. По образованию я переводчик-референт английского языка, также преподаватель языка и литературы. Своего родного языка, я из Беларуси. Зашла на сайт работы, и вакансия «Победы» появилась мне самой первой. Я незамедлительно выбрала «Победу» и пошла за ней. И она меня приняла. Сейчас работаю там 4 года. Был ли раньше интерес к авиации и чем привлекла эта профессия? Если бы мне раньше сказали, что сегодня я буду работать в качестве бортпроводника, я никогда бы в это не поверила. С аэропортом Шереметьево меня связывают очень доверительные отношения, прекрасные взлеты и посадки, но именно знакомство у меня было следующее. Я путешествовала до своего родного города Гомеля через Минск, и у меня была стыковка Шереметьево. Я запуталась. Я никогда не видела этот аэропорт раньше и не знала абсолютно, как добраться до своего выхода. И растерялась. На помощь мне пришла женщина, абсолютно мне незнакомая, и спросила: «Вы на Минск?» Я такая ответила: «Да». Я за ней пошла, будто это был мой ангел-хранитель. Тем самым я и поняла, что это не просто так. Какими качествами должен обладать бортпроводник? Что он должен знать, уметь? Несомненно, основные качества бортпроводника – это ответственность, пунктуальность и соблюдение всех норм и стандартов авиакомпании. Это и сделает его лучшей версией себя в данной работе. Основные требования для будущего бортпроводника следующие. Это среднее общее образование. Опыт работы не обязателен, но также приветствуются и бортпроводники с опытом. Здоровья должно быть достаточным, чтобы выполнять нелегкую работу в небе, в ненормированном графике, потому что мы летаем как и днем, так и ночью. И, конечно же, огромное желание работать в авиации. Было ли тяжело обучаться на бортпроводника? Что больше всего отметилось во время обучения? За время обучения, которое длилось 1,5 месяца, мы прошли интенсивный курс, который включал в себя оказание первой помощи, конструкцию самолета и использование аварийно-спасательного оборудования на борту нашего воздушного судна Boeing 737-800. Это все заслуга наших преподавателей, которые оказали огромный вклад в наше обучение. Какие требования предъявляются к внешнему виду бортпроводника? Основные требования к внешнему виду бортпроводника – это отсутствие татуировок на видимых частях тела. Конечно же, приятная внешность. На борту мы полностью соответствуем стандартам. В принципе, вот, пожалуйста, основной стандарт. Это наличие полного макияжа. Сережки, к примеру, должны соответствовать нашим стандартам, быть небольшие и аккуратные. Если, к примеру, девушка замужем, то наличие колец должно быть, соответственно, по одному кольцу на каждой руке. В чем заключается работа бортпроводника на рейсе? Наша работа начинается задолго до начала рейса. Мы собираемся на работу, приезжаем, проводим брифинг. После брифинга мы вместе с экипажем следуем на борт воздушного судна. Там мы его досматриваем. Досмотр нам воздушного судна дается только 5 минут. Дальше, при наличии, к примеру, маломобильных клиентов, мы их размещаем, их обязательно инструктируем и уже готовы к встрече наших любимых клиентов на борту.
Какие сервисы авиакомпания «Победа» предоставляет на борту? Так как наша авиакомпания является лоукостером и бортовое питание не загружается на воздушное судно, наши услуги расширились. Теперь у нас есть еда на гейт и еда в полет. И свежеприготовленные блюда будут доставляться, если была услуга еда на гейт рядом с выходом, а если же еда в полет, то ранее приготовленные будут предоставляться проводниками в полете. С недавнего времени есть услуга медиасервиса на борту. И теперь наши любимые клиенты смогут скоротать время в полете за просмотром самых интересных фильмов. С какими просьбами обращаются клиенты на борту? Бортпроводники оказывают всестороннюю помощь и поддержку нашим клиентам на борту воздушного судна. От просьбы предоставить стакан воды до оказания помощи в стыковочных рейсах трансферным клиентам. Анастасия, какие интересные и забавные случаи были в вашей работе? На одном из моих рейсов я научила маленькую девочку показывать демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Так получилось, что одной из наших услуг авиакомпании является услуга «Несопровождаемый ребенок». На языке авиации умок этих же несопровождаемых детей мы контролируем от пункта А в пункт Б. Наши несопровождаемые маленькие клиенты путешествуют к бабушкам, к дедушкам, к папам и мамам, а мы непосредственно контролируем их на протяжении всего нашего полета. И эта девочка, наш несопровождаемый клиент, маленький, спросила у нас, как мы показываем демонстрацию, могу ли я научиться. И мы решили ее научить правильно пристегивать, застегивать ремень безопасности, как правильно показать выпавшуюся маску. Тот самый клапан поддува на аварийно-спасательном жилете мы также показали. Записали ее на видео, и она была безгранично счастлива. Это вот был забавный случай. Почти. Какие у вас есть увлечения и интересы? Помимо моей основной работы авиации, я обожаю танцы. Я обожаю латиноамериканский стиль, обожаю сальсу, обожаю бачату. Также я активный путешественник, люблю ходить и организовывать походы в горы. И с недавнего времени я являюсь активным членом жюри в международном конкурсе Top Stewardess. Я являюсь победительницей в номинации «Первая вице-мисс». А с этого года я активный член во всех мероприятиях данного конкурса. И последний вопрос в завершении интервью. Какие пожелания вы можете дать будущим бортпроводникам и пассажирам, в вашем случае клиентам? Да, конечно же, клиентам непосредственное пожелание. Летайте чаще победой и открывайте новые точки своего кругозора. А нашим же будущим бортпроводникам желаю никогда не терять желание добиваться большего и всегда ставить установку на каждый свой день обязательно позитивную. Это вот от души мое пожелание. По новой, давай, по новой.